же сказала, что я начну. Да, хорошо. Вы смотрите «Большой спорт». Вы смотрите «Большой спорт». В прямом эфире. В прямом эфире. Мария Орзул. Мария Орзул. И Андрей Журанков. Андрей Журанков. Итак, сейчас о фигурном катании, потому что чемпионат мира стартовал, и завтра на лед выйдет олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Юлия Липницкая. Этого, конечно, ждет практически весь мир фигурного катания, потому что она поразила всех на сочинском льду, выступая как раз в командных соревнованиях. И мы приготовили вам специальный репортаж о Юлии Липницкой. Как она ставила свою знаменитую программу «Список Шиндлера», как она добилась вот того уникального, эмоционального и очень сильного впечатления от своей программы. Вот обо всем будет рассказано прямо сейчас в эфире «Большого спорта». Да, и этим фильмом программа «Большой спорт» завершится, поэтому попрощаемся мы с вами сейчас. Мария Орзул, Андрей Журанков. 3-4. До свидания. Счастливо. Юлия Липницкая еще только вышла на разминку, а 12-тысячный айсберг уже сошел с ума. В центре раскаленного энергетического котла крохотная 15-летняя девочка, а вокруг римский Колизей, жаждущий экстаза, дикого, инстинктивного. И через 3 минуты эти 12 тысяч готовы бросить все к ее ногам. Они верят, что она, как и 10 дней назад, снова покорит их. Ведь она маленький человечек с нечеловеческими способностями. Ей 15 лет, ей сейчас ничего не страшно. Слишком громко, слишком много, слишком всего. Вот от этих криков, знаете, как голова кружилась. Закружилась голова. И вот все вот так вот у тебя как-то крутится, вертится. Эти кадры мы вам не показывали. Август 2013-го. Прокаты фигуристов сборной России перед самым началом олимпийского сезона. Юлия Липницкая впервые представляет на публике новую короткую программу «Не отрекаются любя». Первое ощущение – удивление. Ну и выбор для 15-летней девушки. Безысходная трагическая история любви взрослой женщины. Но оказалось, Юля слышит знаменитую песню иначе. Мне больше подходит, что жизнь качается не завтра, скорее, из этой песни. Не как там старая такая, знаете, женщина. Я маленькая девочка, да, у меня там может что-то... Возможно, у меня первая там любовь, там, не знаю. У меня такая более философская программа, да. Мое второе августовское впечатление от Липницкой – шок. Я стал невольным свидетелем разговора. Сотрудник Федерации уговаривал Юлю дать интервью одному очень авторитетному изданию. «Нет, — говорит Юля, — я не буду разговаривать». «Но ты же понимаешь, что это очень известный журналист». «Да, — отвечает Липницкая, — я знаю, но я не буду давать интервью». Но почему? Оказалось, что эта газета несколько месяцев назад опубликовала материал, и Юля посчитала, что там написано неправда. Меня это потрясло. В 15 лет иметь свою точку зрения и уметь ее отстаивать. Согласитесь, для этого нужен характер. Ну и третий мой августовский шок от Юли – это когда она назвала свою новую произвольную программу. Какая будет произвольная? Или это секрет? Произвольная? Да, в общем-то, уже не секрет. Список Шиндлера. Один из самых тяжелых фильмов в мировом кинематографе. История зверского уничтожения сотен тысяч человек. Пронзительная музыка Джона Уильямса. Под нее 5 лет назад катались немцы Савченко-Золковой. Это была хорошая программа. Алена в красном, Робин в сером. Как все в фильме Спилберга. Большая премьера Юлиного списка Шиндлера состоялась в Канаде. Липницкая вышла в красном. И от ее первого взгляда зал замер. Через 4 минуты, когда Юля в финале поднимет глаза, зал встанет и будет долго аплодировать юной русской фигуристке. А ее тренер Этери Тутберидзе тем же вечером позвонит в Москву постановщику Илья Вербуху. Для всех было шоком, и для Этери, и для Юли. И потом Этери сразу звонила мне, когда зал не просто аплодировал, а стоял. Впервые в жизни Юли зал встал. Это такой знаковый прокат был, который ей дал силы. Первые же прокаты, первые же оценки, а Юля выиграла этап Гран-при в Канаде, показали, что с произвольной они попали в самую точку. Особенно Этери Тутберидзе и Илья Вербух радовались, потому что знали, этой программы, да и вообще этого сезона могло и не быть. Год назад Липницкая была на грани того, чтобы закончить с фигурным катанием. Я даже не была уверена, что Юлия Липницкая будет продолжать кататься. Это съемка 2008 года. 9-летняя Юля в родном Екатеринбурге. Синий костюм и знаменитые косички. И фирменное вращение, пока не получается.
Она всегда была сосредоточенная. Даже в маленьком возрасте, когда она выступала на своих маленьких соревнованиях, она настолько была уверена в себе и такая как бы взрослая девочка, хотя ей там лет 5-6 было. 2010 год. Юля уже тренируется в Москве, и это ее первый взрослый чемпионат России в 12 лет. И хотя выглядит она как ребенок, все отмечают редкое сочетание гибкости и сложных прыжков. Татьяна Тарасова указывает на то, что девочка не скользит, а ходит по льду. Через год Липницкую было не узнать. Я всегда говорю, если мы не сделали сегодня шаг вперед, мы, к сожалению, сделали шаг назад. Минск 2012. 13-летняя Липницкая выходит на произвольную программу своего первого в жизни юниорского чемпионата мира. Ромео и Джульетта. Она катает историю своей ровесницы. И даже тогда многие заметили, что у Липницкой хорошо получается выразить романтическую лирику и острый драматизм. Девочка в лучезарном голубом платье выигрывает юниорский мир. Юля побеждает прошлогоднюю чемпионку Аделину Сотникову, ставшую третьей, и американку Грейси Голд. Только самая младшая Липницкая призналась, что ее цель – Олимпиада в Сочи. У меня мечта 2014 в Сочи Олимпиада. Что дальше, я пока еще не знаю. Но цель, которая с каждым годом становилась все ближе, в предолимпийском сезоне вдруг превращается в мираж. Когда Юля, в общем-то, бросала, мы с ней беседовали, начинали, опять бросала. В общем, такой тяжелый был период. И было очень много травм, и она не успевала выйти на лед, восстановиться. Опять травма. Просто слишком много всего, и где-то она отчаивалась, что у нее что-то получится. Тренер видела, что нет прежней Юли. Прыжки посыпались, глаза не горят, борьба с лишним весом проиграна. И великолепный щелкунчик все чаще получался блеклым и механическим. В итоге чемпионка мира среди юниоров становится на юниорской России 5-й и всерьез размышляет, что заканчивает кататься. У нее ломался характер, ломалось настроение, и я не сразу была готова к таким изменениям. И она, в общем-то, хотела, чтобы я к ней тоже по-новому относилась. Что удержало Юлю в фигурном катании? Может быть, мечта, которая со временем стала целью. А в одном интервью она призналась, что еще лет в 6 сидела на кровати, пела гимн России, представляла, что в ее честь исполняют, а она на верхней ступени пьедестала почета. А может быть, безвыходность положения. Потому что они с мамой в 2008-м, чтобы приехать сюда, в Москву, на каток «Хрустальный», рискнули, пошли ва-банк. По большому счету, отказались от прошлой жизни. Обычная 15-этажка в Екатеринбурге. Здесь Юлю помнят до сих пор. С 4 лет она тренировалась в школе фигурного катания «Локомотив», а еще подкатывалась в коридоре на лестничной площадке. Зимой каталась здесь на этих роликовых. Юля, время-то вот уже без 20:11, но еще 11 нету. Я еще покатаюсь. Вот так разворачивается там. Круто. И здесь круто. Вот. А только снег оттает, она уже все. По асфальту уже только так. Весной 2008-го Юля заканчивает начальную школу 104-й гимназии. И надо было решать, что делать дальше. Прекрасно помню, как мы сидели с мамой в квартире, которой у нас уже нету, хотя она моя любимая была. Вот я прекрасно помню, когда она просто напротив меня села и сказала: ну давай, Юля, все в твоих руках, либо заканчиваем, идем в школу, либо едем в Москву. Если не получается, то заканчиваем, идем в школу. Мне позвонила мама из Екатеринбурга и спросила: скажите, пожалуйста, вот мы готовы приехать в Москву, вы нас посмотрите? Я сказала: да, конечно, посмотрю. Все, дальше они приехали, показали, сколько ты покатался. Мне на день или два первый раз. Самое прикольное было то, что после 3 дней на машине я в первый же день собрала тулуп первый в своей жизни тройной. Когда она завращалась, я увидела, что у нее хорошая координация. Потом я увидела, что она довольно-таки с устойчивой психикой, потому что мы с ней разговаривали, и она смотрела в глаза и четко отвечала. Несмотря на то, что она маленькая и должна была быть напуганной. И я увидела в том, что у мамы очень строгий характер, что тоже очень хорошо. Мама продала квартиру в Екатеринбурге и приехала с дочкой в Москву тренироваться у Этери Тутберидзе. И случись что, травма, конфликт, признание Юли неперспективной, возвращаться им по большому счету было некуда. Причем Тутберидзе об этом долгое время не догадывалась. Мама никогда не просила помощи, никогда не говорила, что тяжело. На самом деле школа начала не так давно помогать, наверное, мне кажется, 3 года только мы помогаем, может быть, даже меньше, и оплачиваем квартиру. Мы не знали, что там так все тяжело и все отдано.
Юлина мама Даниэла всегда в тени. Она не дает интервью, не красуется рядом с дочерью. Это редкие кадры, когда мы их видим вместе. Хотя с начала этого сезона Даниэла официально стала частью Юлиной команды. Не сама, так сказать, влезла в эту работу, я ее попросила, потому что вот тот год был, когда мы ездили с Юлей на соревнования, она была полностью со мной, и я поняла, что я не справляюсь. Я должна быть тренером, а я пытаюсь быть везде, и это очень мешало. Здесь я уже обратилась и к федерации, и к нашей школе, как-то помочь в оформлении мамы, и просто, чтобы она была рядом с Юлей. И Юле будет легче, и мне будет легче. Ну, и, в общем, она совершенно не лезет, она даже не смотрит прокат, она сидит в раздевалке, но свою работу она выполняет. За несколько дней до отлета на чемпионат мира Юлии Липницкой принесли письмо от Стивена Спилберга. Знаменитый режиссер признавался, что был растроган произвольной программой Юли на музыку из его кинофильма «Список Шиндлера» и благодарил, что так точно и сильно она передала образ девочки в красном пальто. А когда Юля выбрала эту тему, эту музыку, все вокруг были в шоке. Ой, ну и нет, я ей первой сказала: Юля, ну ты что, ты понимаешь, что это очень серьезная музыка, это очень взрослая музыка. И, в общем-то, я начала искать людей, которые ей на более профессиональном языке это объяснят, которым она поверит и откажется от этой затеи. Мне очень долго приходилось отстаивать эту музыку. Правда, многие, вообще практически все были против этой музыки, потому что и спорная история, и в олимпийский сезон это не хотели. Но мне нравилось. Но она продолжала на своем настаивать, и был один постановщик, второй постановщик, которые отказывались от этой затеи и говорили, что они не участвуют. Да, и вот все-таки мы обратились к Авербуху. Сначала она немножко не очень доверяла, и для нее, честно говоря, там мое имя ничего не говорила. Который вначале сказал «ах», а потом, в общем-то, наверное, недельку подумал и сказал, что у него есть идеи, как воплотить Юлина желание. Не Юля страдала, и мы сопереживали ей, а чтобы Юля была немножко чуть-чуть над ситуацией. И этим заставило нас переживать еще сильнее, еще больше. Это была Юлина идея. Опять я была чуть-чуть в шоке от нее, когда она сказала: я хочу быть вот девочкой в красном пальто. Девочка в красном пальто – единственный персонаж в цвете, который появляется в этом черно-белом кино. Появляется она два раза. Первый – на 2 минуты, когда главный герой Оскар Шиндлер видит ее, идущей по гетто во время облавы. Она как будто не замечает смерти, которая бушует вокруг нее. И второй раз он видит ее уже мертвой. И ее образ переворачивает вообще всю его жизнь, его внутренний мир. Эта программа была поставлена здесь, на этом льду, в течение одной ночи, буквально за 4 часа. Ой, мы над ним долго бились. Над этим взглядом мы долго бились. И скажу честно, что даже вот когда Юля первый раз оборачивается и должна рвануть, побежать и остановиться, как вкопанная перед стеной, понимая, что бежать некуда, этот бег нам дался очень нелегко. Я понимаю в каждом движении, что она рассказывает. Может быть, потому что я присутствовала при постановках вместе. Я знаю, что эти движения означали из уст Авербуха, где мы прощаемся, где мы пытаемся вспомнить вот эти тактильные чувства, когда она держалась за руку матери. Вот, то есть меня вызывает это слезы. Самый сильный прокат списка Шиндлера получился у Липницкой на чемпионате Европы, но мало кто знает, что этому предшествовало. На тренировках в Будапеште Юлю вдруг начало лихорадить, и такое важное ощущение стабильности и веры в себя начало исчезать. Юля не была в хорошей форме здесь по прибытию. Мы не успели войти в эту самую форму. Я очень нервничала, как она сможет откататься, собрать произвольную программу.
В тот момент для Юли и ее тренера Этери Тутберидзе это был главный старт в жизни. Она стала второй в финале Гран-при, лучшей среди всех европейских фигуристок. Но им сказали, что олимпийские путевки разыгрываются на чемпионате России. Там Юля выиграла серебро, но им говорят, что все решается на чемпионате Европы. На ее первом в жизни чемпионате Европы. И вот она здесь, вторая после короткой программы, и сил нет. А тренер это видит и понимает, что сейчас все надежды, все мечты могут разбиться на этом льду. Ой, у меня было, знаете, нужно было выходить уже из номера через 45 минут. А я так легла на кровать, накрылась одеялом и думаю, сейчас вот я вот здесь останусь, засну и все. И вот проснусь, и все уже случилось. Перед выходом в раздевалке, зашнуровав коньки, Юля сказала маме: ну все, пошла умирать. И пошла на лед. Все как в фильме Спилберга. Она умирала, но отчаянно хваталась за жизнь. Спортивный подтекст выступления один в один повторил драматургию программы. Она неуверенно выехала с акселя и не стала прыгать каскад из 3 прыжков. Честно говоря, заставила меня все равно до последней секунды нервничать, потому что я поняла, что ей придется цеплять тройной тулуп во второй половине. И также я понимала, что прицепив туда тулуп, функционально она устанет больше. Уже во второй половине программы она прыгает двойной аксель с тройным тулупом и не цепляет к ним двойной тулуп. У нее остается еще 3 прыжка, чтобы сделать 3-й каскад. Без него она проигрывает. Ридбергер – нет. Сальхов – опять нет. Остался тройной луц в самом конце, и не осталось сил. И я понимала, что, значит, она, надеюсь, помнит о том, что его нужно сделать на последнем элементе. И это, конечно, все до последнего элемента заставляло меня, по крайней мере, держать. Я держалась крайне нервно. Момент наивысшего напряжения. Ноги уже свинцовые, в висках шумит, не хватает воздуха. Она делает этот каскад. А зрители видят только, как девочка в красном пальто умирает на их глазах. И при идеальном прокате остаться второй, наверное, это психологически очень трудно, потому что то, что вот я уже даже прочитала где-то из интервью Юли, это такая точка была бы, что непонятно, куда дальше двигаться. Я очень боялась, что мне опять поставят там на 2-е место. Хотя у меня прокат был просто, я говорю, не на 100%, а вот, ну, на 200. Ну, потому что, серьезно, я такой набор как бы в программе еще даже на тренировках не исполняла никогда. Все равно относятся к Юле как к ребенку, маленькая девочка. Хотя маленькая девочка катается на равных. Юлия Липницкая повторила достижение легендарной Сони Хенни, которая в 1931 году выиграла свой дебютный чемпионат Европы. После этой победы Юля отобралась на Олимпийские игры, и ее начала преследовать слава девочки с железным характером. Я такой же человек, как и все, в общем и целом, но как бы нельзя сказать, что я прям железная. Очень ранимая девочка. Она и вспыльчивая, и эмоциональная, и все в ней есть абсолютно. И плач на тренировке, когда не получаются какие-то элементы, и когда не получается откатать так, как она бы хотела. Она, немножко находится в себе, так, в домике. Стучаться туда приходится достаточно долго, чтобы она открыла и хотя бы просто тебя услышала. Это, поверьте, не 5 минут. И здесь я снимаю шляпу, опять же, перед Этери Тутберидзе, которая нашла с Юлей действительно тот язык, на котором они общаются. После чемпионата Европы слез не было. Они готовились к Олимпийским играм. И Этери Тутберидзе вдруг вспомнила слова Юлиной мамы. Когда они приехали, меня удивили слова мамы, которая сказала: вы знаете, мы по возрасту попадаем на Олимпиаду. Для меня это еще была совсем маленькая девочка. И я поняла, насколько огромная ответственность на мне, что если такие желания, надо постараться их обязательно воплотить. Известная мудрость: не произноси вслух свои желания, они могут исполниться. Юля мечтала об Олимпийских играх, и вот теперь ее ждет 2 Олимпиады. Командный турнир и личный. Готовясь к ним, она представляла себе ледовый Олимпийский дворец «Айсберг» вот так. Там очень домашняя атмосфера. Мы там были уже несколько раз, но я лично. Там
очень теплые тона, сам каток, все так удобно, уютно, и он действительно такой вот успокаивающий какой-то, поэтому мне там очень комфортно. А на самом деле в Сочи ее ждало вот что. Поразительная ситуация. Когда Липницкая выходила на короткую программу командного турнира, зал скандировал «Россия, Россия». Россия не знала Юлию Липницкую. Она чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы, лучшая европейская фигуристка сезона, была мало кому известна. Но через 3 минуты под музыку «Не отрекаются любя» в нее влюбилась вся страна. Я боялась, конечно, что меня будут выбивать вот эти крики, но я так каталась, и как бы какая-то атмосфера такая была, я не знаю, я в ней себя как в своей тарелке ощущала. За 2 дня командного олимпийского турнира влюбленность в Липницкую превратилась во всеобщую истерию. Она стала героиней первых дней сочинских игр. Ведь ее 8 очков преимущества над канадкой Осмонд гарантировали нашей сборной первое золото 2014. Ее поотечески поздравил Путин. Журналисты от лица всей страны становились перед ней на колени. А Юля на все вопросы о ярком настоящем отвечала про будущее. Для нас это еще не основное, для нас основное это вот личное первенство, поэтому мы еще пока все там в личном первенстве. Чтобы подготовиться ко второй своей Олимпиаде, Юля с тренером и мамой уезжает из Сочи. Но уже в московском аэропорту обожающая толпа хочет вытащить Юлю из ее домика. Круглосуточно практически были звонки, начиная с 7:30 утра до 12 ночи. То же самое происходило у мамы Юлии. И выстояли камеры. В общем, как бы чуть-чуть многовато всего. Может быть, надо было поспокойнее. И в Сочи нельзя было оставаться, потому что там фамилию Липницкая все журналисты мира произносили уже без акцента. Японцы с корейцами, как всегда, вежливо и настойчиво опрашивали чуть ли не каждого российского журналиста. Это мое 3-е интервью за последние 15 минут, и все они были о Юлии Липницкой. Такое ощущение, что я единственный, кто может здесь о ней рассказать. Но уж так получается, поскольку группа Липницкой сейчас совершенно правильно не дает интервью, приходится о ней рассказывать японским и корейским журналистам. В Японии ваша Липницкая сейчас очень популярна. После того, как она обыграла в командном турнире нашу Мао Осаду, все хотят знать, что это за девочка. Сюжеты и статьи о ней выходят каждый день. Все ждут, когда она вернется в Сочи. Юля будет главной соперницей Мао Осады в борьбе за золото. Подобный ажиотаж вокруг российской фигуристки был только 40 лет назад, когда на Олимпиаду 1976 года приехала 12-летняя девочка с хвостиками Лена Водорезова. Девочка с косичками Юлия Липницкая пробудила спавшую в нас со времен Водорезовой мечту об олимпийском золоте в женском одиночном катании. Поэтому «Айсберг», как и вся страна, заранее ликовал, когда Юля в 3-й раз вышла на сочинский лед, теперь в личном турнире. Ей 15 лет, ей сейчас ничего не страшно. У нее должно быть сейчас море сил, она справится и там, и со всей этой лавиной информационной, которая обрушилась на Юлю. «Айсберг» хорошо научился восторженно выдыхать после каждого Юлиного прыжка. Их на Олимпиаде было уже 10. Каскад Луц-Тулуп – 11-й. Аксель – 12-й. Впереди флип – 13-й прыжок. Зал уже набрал воздух. Получился стон. Знаете, я действительно очень расстроился, но так эмоционально себя вел. Не помню, куда я залезал. Я помню, что я бросил вот так наушники. Но вы как комментатор меня поймете прекрасно, потому что здесь есть наушников. И я их скинул, это я точно помню. Если бы не Аделина Сотникова со своим неудержимым катанием и искренней улыбкой, «Айсберг» так бы и потонул в унынии. Сотникова осуществила мечту страны о женском олимпийском золоте. Сотникова, которая 2 последних года на самом деле считалась лидером сборной, осуществила мечту страны о женском олимпийском золоте. А Липницкая в последнем обязательном интервью на Олимпиаде извинилась перед болельщиками.
Спасибо всем за поддержку. Простите, что подвела. То, что она выиграла олимпийское золото в команде, не выиграла в личном, это как раз вот хороший такой стимул, хорошее желание идти вперед, бросить крюк на новую вершину и карабкаться дальше. Наверное, это было бы немножко не совсем справедливо, если бы она сразу в 15 лет стала двукратной олимпийской чемпионкой. Послеолимпийская подготовка к чемпионату мира в Японии проходила в звездном режиме. Тренировки чередовались с интервью и светскими мероприятиями. Торжественные встречи в московских школах напоминали возвращение Юрия Гагарина в Москву. Испытания и тренинг популярностью. Сотни автографов и вопросы, вопросы, вопросы. А у нее такое ощущение осталось одно желание – к бабушке в деревню, к любимым лошадям, куда врывается только раз в год. Когда я приезжаю вот к бабушке, вот туда вот, где у меня лошади, мне там все соседи говорят, да они уже одичали, да ты к ним не подходи, да ты сейчас получишь травмы. И я просто так вот не понимаю, что мне такое говорят, пошла, села, там меня все встречают, все ждали буквально. Когда там начинался сезон, и, знаете, началась вот эта вот строка ежедневная, отчет обратный до Сочи. Я Юлю брала на тренировке, когда не получалось, и говорила: Юля, вот давай, вот осталось до Олимпиады, вот считаем, а дальше ты делай, что хочешь. Вот хочешь, бросаешь, занимаешься собой, жизнью, лошадками, собачками. Потому что я понимаю, что она ребенок, и жизни вот какой-то другой у нее нету, и не так легко ей это все дается. Наверное, есть спортсмены, которым просто проще все это дается. Но вот был у нас такой отчет обратно. Потом, когда этот отчет прошел, я так как бы замолчала, и мама тут сказала: вы знаете, ну то мы говорили, давай до Сочи, а теперь до мира. Она говорит, как бы вот Юля бы нас бы не послала куда подальше. Ну вот вроде пока не послала, слава богу, и я надеюсь, она понимает. Можно ли сделать программу сильнее списка Шиндлера? Кажется, что нет. Можно ли кататься сильнее, чем на чемпионате Европы? Трудно представить. За последние полгода Юлия Липницкая пережила столько, сколько иным за всю карьеру не выпадает. Представляете, какой может быть ее карьера? Надеюсь, она это понимает.